Сегодня будет удивительное по своей практичности занятие. Они все, конечно, практичные, но сегодня это будет верх цинизма, верх практичности. Так, всем доброго творческого путешествия. Спасибо. Ну что, поехали. Что нам нужно понимать как женщина, которые хотят раскрывать свою сексуальность? Что вот сама эта потребность, само это желание, сам этот импульс, сама эта жажда раскрыть нашу сексуальность — это наше законное право. И когда женщина чувствует, что ее сексуальность закрыта, она никогда в этом не ошибается. Она это, на физически это чувствует. Это прямо так природно и так естественно это ощущать, как будто бы как воздух, как чувствовать, голодная я или не голодная. И в этом нашем праве раскрыть свою сексуальность и быть всегда раскрытой стоят табу. Вы знаете, я проститутка, меня осудят, на меня будут бросаться мужчины, я буду легко доступной, а мне уже столько лет, а я уже мама 5 детей, а у меня нету мужа, и что мне раскрывать свою сексуальность и потом, куда я ее дену? Но когда мы начинаем привыкать к тому, что наша сексуальность — это про нашу жизненность, что наша потребность быть сексуальной, и когда мы чувствуем себя сексуальной, это значит, мы чувствуем себя живой, включенной в жизнь. То есть нету жизни отдельно и меня отдельно. Это одно целое. Это я, живая и живущая. И нас тут невозможно провести, невозможно обмануть, невозможно остановить. Мы можем смириться, мы можем пойти в уныние или в гордыню и согласиться с тем, с обстоятельствами внешнего мира, но в душе мы не можем с этим смириться. Мы не можем с этим согласиться. Наше тело с этим никогда не согласится. Не согласится наше сознание, не соглашается наша душа. Единственное, кто может с этим согласиться, это наша травмированная часть. Вот там останавливается эта сексуальная энергия. Даже если сама травма не касалась секса, если травма не касалась тела, если травма касалась денег, каких-то национальных или религиозных предпочтений, все равно это будет тормозить нашу сексуальную энергию. И мы этого не хотим. Эту мысль вы можете понимать? То есть мы внутри себя чувствуем, что сексуальности должно быть больше, и я не могу остановиться, понимаете? Я не могу себя заставить этого не хотеть. Во мне нету этого инструмента, нету кнопочки, которая написано «выкл», и я не буду хотеть. Напишите мне, пожалуйста, что вы сейчас понимаете, о чем я говорю. Мне кажется, мысль простая, но на этой мысли будет основана следующая мысль. Хорошо. Отлично. Для чего нам нужна эта мысль? Если вы будете
Слушайте сейчас очень внимательно, мои дорогие девочки. Если вы будете позволять себе быть в контакте с вот этим чувством, что мне чего-то не хватает, и надо бы добавить, нужно бы увеличить, нужно бы что-то еще подрастить. Если вы будете в контакте с вот этим желанием и будете осознавать, что это желание внутреннее, отлично. Если вы будете понимать, что это внутреннее желание, что я не хочу больше денег, я не хочу больше внимания мужчин, я не хочу быть более красивой, я не хочу быть более счастливой, я не хочу быть, чтобы меня больше любил муж, я не хочу, чтобы мне больше дарили подарков. Если я заберу вот это свое «я хочу большего» снаружи, где мы всех достали своими внешними требованиями и себя, собственно, и погрузим это внутрь, я хочу быть еще более сексуальной, то внутри у нас этот внутренний посыл позволит или родит возможность усилить нашу сексуальную энергию во всех ее проявлениях. И тогда, когда этой сексуальной энергии станет больше, во внешнем мире это проявится как, может быть, новый автомобиль, или новая работа, или новые отношения. Вот эту вторую мысль вам сейчас нужно осознать. Будучи женщинами, вам нужно забрать свое «хочу больше» из внешних желаний и пригласить это в «хочу больше, но жизни внутри себя». Хочу быть более сексуальной, хочу быть более живой, хочу быть еще более наполненной. И когда вы вот с этим согласитесь, вы начнете чувствовать, как внутрь вас начинает возвращаться ваша энергия, которую вы вынули снаружи и отдали кому-то, отдали деньгам, отдали работе, отдали детям, отдали мужу, отдали моде. Работу я называла, кажется. Отдали во внешний мир. Вот Леночка пишет в Формула. Я всегда в этом желании, даже иногда думала, сколько можно себя познавать и растить, но остановиться не могу и не нужно. Мы внутри бесконечная вселенная. Яночка, смотрю на тебя и замечаю, что ты прямо молодеешь и расцветаешь с каждым днем. То это твои тренинги, то это твои свидания, то ты прямо секси. Угу. Забрать это, перестать хотеть чего-то во внешнем мире? Не перестать хотеть, а осознать, что за каждым моим внешним желанием, когда я думаю, что вот у меня будет машина, когда у меня будет машина, например, белый Range Rover или Land Cruiser, какой-то вот белый джип, я, Диана, буду более крутая. И вот чего я хочу? Я хочу машину или быть более крутой? Я хочу быть более крутой. И я вот представила, вот эта машина, я сейчас такая, а с машиной я вот такая крутая. А хочу я быть крутой вот настолько больше. То есть машины мне будет мало для того, чтобы стать крутой. Но если я если я себе внутри, если я разрешу себе осознать, что я хочу быть крутой, что это моя первооснова, что в мое желание не машину иметь, а быть крутой. И вот такой крутой. А вот здесь мое желание постройнеть. Когда я постройнею, говорю я себе, я буду очень сексуальная.
И когда я осознаю, что у меня есть желание постройнеть для того, чтобы стать еще более сексуальной, и я думаю, я сегодня сексуальная, о боже, я сегодня сексуальная, ну хорошо, ну вот столечко. Ну вот давайте, вот я сегодня сексуальная вот так. Это не могу я прямо даже так показать, вот так. Когда я постройнею, я буду сексуальная, ну вот так. А какой я хочу быть сексуальной? Вот так. Я хочу быть более богатой. Давайте уже думайте свои, что я вам примеры привела. Теперь свои мысли. Осознавайте ваши цели и понимайте, что за вашими целями стоит потребность быть какой-то. То есть усилить какую-то свою энергию, получить какой-то, вы хотите через внешний мир, если мне будут дарить букеты цветов, я хочу, чтобы мне дарили букеты цветов и подарки. Какая я буду? Я буду очень нежная, и я буду такая, очень музная. И ты очень-очень этого хочешь. Очень хочу. То есть чего я хочу? Цветов, подарков или музности? Я хочу музности. И когда я эту музность в себе открываю, разрешаю, мне из мира подарки тоже приходят. Потому что это энергия, которая провоцирует, мотивирует людей дарить подарки. Леночка, я не знаю, понимаешь, вот ты спрашиваешь, а если я хочу мировой популярности, это я хочу вырастить свой потенциал или, не знаю, только ты знаешь. Потому что если я хочу мировой популярности, я, может быть, хочу быть самой умной, а ты, может быть, хочешь быть, чтобы тебя все любили. Могут быть одни и те же, а может быть один и тот же автомобиль в ваших целях, но внутри будут абсолютно разные, нужные для вас качества. Надежда пишет: Диана, а быть здоровой, наполненной, счастливой – это внутреннее желание? Смотри, давай посмотрим. Вот быть здоровой. Я здорова, это значит, у меня не болит, у меня хорошие показатели анализов. И тогда я, например, вот если я здорова, тогда Дианочка у меня молодец. Это что значит молодец? Это значит, она, огонь. Прямо такой, все делает правильно. Прямо, хозяйка своей жизни. И у меня, то есть, если у меня сданы все анализы, и они показывают, какое у меня прекрасное здоровье, то я, чувствую, что я хозяйка собственной жизни. К примеру, в моем случае это будет так. А вот наполненность – это внутреннее состояние, а здоровье – внешнее. Валентина пишет: а если я хочу в своем доме у моря писать книги, это потребность признания, жить в достатке, значит, надо выращивать внутри что? Не спрашивайте меня, девочки, я не знаю, что внутри. Только вы знаете, но вы точно знаете. Вот ты сидишь, Валюш, ты сидишь у моря и пишешь свою книгу. Ты какая там? Ты счастливая. И это я, вот если я себе сижу, пишу, то я счастливая. У меня в жизни, знаешь, вот сбылись все мечты, и я в покое и в гармонии. И я могу мечтать, или ставить себе цель, написать книгу, сидеть писать книгу у моря, и потому что там я получу состояние гармонии и состояние покоя. Тогда я говорю себе: окей, девочки, не надо отказываться от внешних желаний. Это не о том, чтобы мы с вами от них отказались. Это о том, чтобы мы осознали, что за любым внешним желанием находится внутренняя потребность в каком-то состоянии. И мы, как женщины, понимая это состояние, мы можем это состояние получить себе очень быстро. И когда это состояние у меня есть, эта цель, она или отпадает за ненадобностью, если сама цель была не важна, такое тоже может произойти. Но если цель для вас остается важна,
то для того, чтобы она реализовалась, у вас теперь все есть. У вас есть то состояние, на которое эта цель может прийти. Есть то топливо, которое позволит реализоваться именно этому вашему намерению. Анатолий пишет: я хочу отдельную свою комнату. Это потребность установить мои границы. И границы, и комната – это внешнее. Вот если я хочу свою комнату, вот у меня нету, я живу пока с сестрой или я живу с кем-то. Это я фантазирую, как у меня будет. И я хочу свою комнату, вот чтобы никто к ней не заходил. Но в моем случае я бы говорила себе, что это у меня про безопасность. Я хочу чувствовать себя в безопасности. У меня есть потребность в безопасности. Угу. То есть я такой в тревоге, в волнении, в напряжении, в злости, в агрессии. И я хочу, я хочу расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Значит, мне нужно получить вот эту энергию безопасности. Вам не нужно думать, что такой энергии не существует. Все на свете можно выразить через энергию. Можно осознать, что есть энергия молодости, есть энергия времени, есть энергия радости, есть энергия грусти, есть энергия победы, есть энергия статуса. И если слово «энергия» нам с вами кажется очень эфемерным, то мы можем понять, что все, что мы в своей жизни чувствуем и ощущаем, это есть набор неких гормонов, которые живут в нашем теле. И если я хочу чувствовать, как ребенок, что время движется очень медленно, что я за день успеваю сделать столько, сколько раньше успевала сделать за год, то это тоже какие-то гормоны, это тоже какие-то фокусы моего мозга. Как вы себя сейчас чувствуете? Как вам то, что я вам рассказываю? Поделитесь, пожалуйста. А я воды попью. Повтори первую и вторую мысли подряд. Ого. Анатолечка, о чем? Я же не помню, какие мысли у меня были первые, какие вторые. Я могу просто еще раз повторить эту идею. За всеми нашими внешними желаниями, которых мы хотим достичь во внешнем мире, внутреннем мире, мы хотим получить доступ к какому-то состоянию. И поэтому прикладываем так много усилий во внешнем мире, чтобы получить именно это состояние. Елена пишет очень важную мысль. Чудесно. Так классно знать, что все это гормоны. Тогда все зависит от нас, а не от внешних целей. Да. Это к этому я вас и хочу привести. Марина пишет: для меня открытие большое, что энергия – это гормоны. Да, Марин. В физическом мире для того, чтобы ты жила, чтобы твое тело двигалось, ты принимала правильные решения, была активная, сексуальная, для этого работают твои гормоны. Красная чакра, если мы говорим о конвергенции, то есть о том, что чему соответствует, то красная чакра, чакры, они находятся в энергетическом теле, и вы можете в них не верить.
потому что вы их никогда не трогали, но вы трогали свое тело. И вот красная чакра, она соответствует надпочечникам, где вырабатываются гормоны, дофамин. Оранжевая чакра соответствует яичникам, где вырабатываются женские и мужские гормоны. Желтая чакра воли, она соответствует поджелудочной железе, где вырабатываются гормоны тестостерон. Четвертая чакра, розовая, зеленая, любви и принятия, это наша вилочковая железа, тимус, где вырабатываются серотонины, эндорфины. Шишковидная железа – это голубая чакра, которая отвечает за реализацию, за нашу самореализацию. Синяя чакра – это гипофиз. Синяя чакра отвечает за мудрость, за знание, за умение пользоваться, использовать знания в своих целях. И фиолетовая чакра, она находится в темечке, на темечке. Она отвечает за связь с миром, с космосом, с Богом. Там находится шишковидная железа. Это гормоны. То есть то, что я вам назвала, это гормональные центры. Анна пишет, запрос приходит на состояние. Это гениально. Так, надо подумать, как назвать эту энергию, как ее. Пока не надо ничего думать, девчонки, подождите, я вам все разжую. Я просто вам пока по маленьким кусочкам даю информацию, которая поменяет вашу точку зрения на мир. Вы перестанете смотреть мир, на мир с внешней позиции и получите доступ к силе, потому что я не знаю, как сделать так, чтобы мне купили машину, если у меня сегодня нету ухажера, который мне готов купить машину. Но я точно знаю, как мне получить мое состояние. И когда у меня есть это состояние, или мне машина не нужна, или мне эту машину подарят. Только не играйте с собой сейчас в игру, что 100% подарят. И не расстраивайтесь от того, что сейчас я получу состояние, и мне машину не подарят. Для вас пока это не очевидно, но это будет становиться очевидным с каждой минутой моего рассказа. Так, Ольга, когда внутри есть мое состояние, то, соответственно, внешнее все подтягивается и далее исполняется от внутреннего к внешнему, а не наоборот. Совершенно верно. Внешний мир отражает наш внутренний мир, а не наоборот. То есть то, какая ты внутри, внешний мир тебе все время зеркалит и показывает. То есть он показывает правду, он никогда не обманывает и никогда не... То есть он хочет с удовольствием исполнить любое ваше желание, если у вас есть это состояние. С удовольствием. Здесь у мира очень много ресурсов. И давайте посмотрим теперь еще раз. Эту мысль проговорю еще раз. Итак, есть некая цель, которую я хочу получить. Я задумываюсь, какой я буду, когда эта цель будет реализована. Например, у меня есть такая цель. Я буду сейчас просто фантазировать, чтобы, не отвлекаться. Вот у меня есть какая-то цель. И когда я эту цель достигну, я буду полностью удовлетворена. Я поставлю себе 5, скажу себе, я молодец, я получила то, что хотела, я стою, и я полностью удовлетворена. Все, что в моей жизни мне хотелось, все сбылось, если это произошло. То есть что я чувствую? Я чувствую удовлетворенность жизнью. Максимальную степень удовлетворенности жизнью. Угу. Запомнила. А теперь зайди в эту. Я стою, и я полностью удовлетворена жизнью. Вы можете тоже представить какую-то свою цель, закройте глаза.
И разрешите себе почувствовать, какая я там, когда эта цель достигнута. Сфокусируйтесь на своем состоянии. Что вы чувствуете? Что вы ощущаете? А теперь напишите, что у вас получилось. Я уверена, что вам не хочется выходить из этого состояния. И пока вы пишете, вы можете подумать: странно, ведь я хочу этого состояния, и я себе его, получается, не разрешаю испытывать это состояние, потому что у меня вот не исполнено это желание. Это странно. Это как-то нечестно по отношению ко мне. Я с этим не согласна. Я сама с собой не согласна. Я уже сейчас хочу испытывать это состояние. Я крутая, модная, молодая, стильная крутышка. Драйв какой-то. Мария, да, я такая счастливая, наконец-то я получила это. Даже возбудилась. Ольга, класс. Получается, что цель еще не достигнута, а состояние вы уже чувствуете. И теперь мы с вами будем учиться это состояние оставлять у себя. Нам не нужно ждать, что я буду радоваться. Вот когда я куплю себе эту машину, вот тогда я буду радоваться. Я буду сейчас радоваться. Я уже сейчас крутышка. Мой мозг расслаблен, пишет Харп. Мир такой изобильный и безопасный, такая счастливая, стройная, здоровая, кайфовая. Надежда, волшебное состояние. Действительно, не хочется из него выходить. Там так хорошо, оставайтесь в нем. Алла, состояние удовлетворенности, счастья, дрожь в нижней части тела. Ольга, я хочу быть в таком красивом состоянии. Марина, я была уверена в себе, горда собой, сексуальная, спокойная, это как право на существование. Валентина, я там свободна в своих действиях, вдохновленная, счастливая, про свободу, откровение. Жанна, мое состояние оказывается состояние значимости. Да, классно. Любовь, состояние сладкое, вкусное, изобильное, наполненное счастьем и радостью, наслаждением жизни. Ольга, крутая, молодая, красивая, веселая, счастливая. Наталья Ключко, зачем я не даю себе модно одеваться, жду машину? Вот смешно. Состояние гармонии жизни. Как вам это, девочки? Осознавайте, что
это состояние невероятно прекрасное, и вы его связали с машинами, с квартирами, с домами, короче, с замужеством, с чем-то еще, и не пускали себя в это состояние. Но мы же сейчас хотим это состояние. Забирайте его. Так. Могу все объять, Натуля, уверенной, спокойной. Натуля, классно. Я ощущаю счастье. Мне нравится, пишет Натуля. Прекрасно. А теперь смотрите, как мы можем себе практически помочь. Как мы можем себе практически помочь? Во-первых, вот сейчас осознавайте, что все ваши цели, за ними стоит желание быть еще более живой, еще более сексуальной. Я хочу быть еще более сексуальной. И это состояние забирайте себе. Полностью удовлетворенное я. Забираю его себе. Вот это, какая там говорила с машиной, статусная. Угу. Крутышка, как сегодня пишут. Вот это я, крутышка. Вот это я, если я постройнела, то я сексуальнее стала. Вот я еще себе разрешаю. Хочу быть еще более сексуальной. Угу. Супер. И сейчас мы с вами сделаем упражнение, которое вы будете потом дома делать всю свою жизнь. То есть это такое упражнение базовое, которое никогда вам не надоест. Смотрите, что мы сейчас с вами будем делать. Это дофамин. Серотонин. Тестостерон. И эстроген. Вы это упражнение будете делать дома, например, на вот таких листочках бумаги. Напишите себе 4 эти гормона, я потом вам их напишу, чтобы вы их не забыли. И вы перевернете их чистой стороной сверху, чтобы вы не знали, где какой гормон находится. И постарайтесь написать так, вот как я писала карандашом, чтобы не отсвечивало. И я выбираю заместителя для Жанны. Тебя устроит вот такая фигурка? Брюнетка в желтом. Или ты предпочитаешь шатенку. Или не в желтом, а в красном. Или в белом. Или в синем. Или в зеленом. Напиши мне, пожалуйста. Я выберу для тебя фигурку. Это я читаю, что Анатолия про ногтики написала. Так, сейчас я почитаю, что Жанна пишет, какую она выбирает фигурку. А вы выберите себя. Вы станете в поле, вы можете прямо смотреть и уже писать, и уже поставить, и уже делать параллельно. Но вначале, наверное, все-таки посмотрите. Шатенка в зеленом. А волосы местами поменять можно? Так, мне нравятся такие задания с высаживанием, мне очень понравилось.
дофамин, серотонин, тестостерон и какой еще? И эстроген. Все, начали. Смотрите. Это Жанна, которая хочет быть в большем контакте сама с собой, быть более сексуальной, быть более наполненной, которая хочет, чтобы исполнились ее желания, и чтобы они исполнялись регулярно. И она хочет быть наполненной, счастливой, живой, сексуальной, любимой, любящей, здоровой. Вот мы себе так очень спокойно рассматриваем себя, осознаем, что у меня есть эти желания. И мы выкладываем вот эти 4 листочка. И вы начинаете очень тонко чувствовать, поскольку это будете вы это очень легко почувствуете, куда вас тянет в первую очередь. И вот Жанну тянет вот сюда. У меня прямо... я аж голодная, я аж задыхаюсь. И это дофамин. Дофамин – это энергия любовницы. И вот я ставлю эту фигуру, ставлю эту энергию здесь, этот гормон. И мне Жанна говорит: слушай, давай, может, не надо, давай лучше я туда сама стану. Давай, стань сама. О, блин, мамочки, о боже, да, господи, хочу. Ой, я, ой, я шлюха, ой, я продажная женщина. И вот мы сейчас делаем как раз вот наоборот. Вы уже знаете это упражнение. Я высаживаю из Жанны то, что мешает ей напитываться дофамином. Вот. О, боже, какие гадости. Какие-то ограничения, какие-то старые истории. Фух, кто-то что-то кому-то сказал. Фух. И я высаживаю вот сюда. Так, отлично. Тут стоит Жанна, в нее начал наливаться дофамин, и очень много злости поднимается. Злости, агрессии, на себя, на других. И мы убираем эту злость, агрессию на себя, на других. Боже. Вот прямо такие прямо аж звуки. Такое напряжение. Фух. Теперь какое-то уныние полезло. Отвращение к себе, отвращение к сексу, отвращение к гениталиям. И мы все это снимаем. Ой, фу. Получше. Но чувствую себя сейчас маленькой девочкой, которой нельзя делать все, что я хочу в сексе, потому что за это накажут. Вам не нужно анализировать, вам скорее нужно только узнавать. Ну да, и такое у меня бывает. Фу. Еще какая-то. Фу, обида на себя, какое-то презрение к себе. Фух. Вот в области груди у меня такая не тошнота, а изжога. Чувствую такую изжогу. Ой, да, ой-ой-ой-ой.
Фух. Ой, 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 ой. Вы помните, как работают наши практики, что я ее делаю для одного человека и для всей группы одновременно. Поэтому, когда вы будете делать эту практику, она будет делаться у вас легче, чем она делается сейчас. Потому что тут будет реально стоять один человек. У меня стоит Жанна и вся группа. То есть у меня такое большое пушистое поле здесь. Здесь еще страх заболеть всякими венерическими заболеваниями. Ух. Все, и я чувствую, как энергия зашла в меня полностью. Это не значит, что вся энергия мира, которая принадлежит мне по праву, зашла. Зашло столько, сколько мне нужно сейчас. Каждый раз, когда вы будете делать это упражнение, вы будете убеждаться, что входит ровно, гормоны поднимаются и выпускаются ровно настолько, насколько нужно вам, чтобы быть оптимально успешной и при этом не навредить себе. То есть они никогда не зашкаливают. То есть там внутри устроена техника безопасности. Их может не хватать, но не может быть переизбытка. Когда врачи диагностируют, например, переизбыток прогестерона, это, собственно, говорит о том, что недостаток эстрогена. Короче, мне тут хорошо. Я тут хожу, обтаптываю вот это пространство. Я тут такая самая главная. И у меня вагина, вот так вот раскрыта. Знаете, я прямо вагиной все это впитала. Впитываю. И я очень довольна собой. И вам просто не видно, что я делаю? Я вам сейчас покажу. И я вот так делаю. Правильно. Прямо, как хорошо. Отлично. Жанна, напиши, пожалуйста, как это для тебя? Мария тонет в моих глазах. Мария. Как ты себя чувствуешь физически? И вы тоже напишите, как вам напитаться дофамином, что с вами, как это вам вкусненько. Вы можете хоть каждый день делать эту практику, она очень быстро делается. Стали на листок бумаги, перевернули, посмотрели. Ага, это дофамин. Отлично. Что я чувствую? Там злюсь. И прямо можете взять вот такие пост-ит, вот такие маленькие бумажки, и вот так вот там злюсь, там пугаюсь, прямо так вот снимать себя и куда-то там складывать. Потом их встряхнули, сказали себе, это только бумажки. И мероприятие закончилось. Елена пишет, я тоже грудь трогала, такая довольная. Мария пишет, классно, легко и радостно, кайф. Марина пишет, Оля, мне почему-то захотелось лечь, ложись. Ольга возбуждена, Наталья, чувствую хорошо, моя цель показалась гораздо ближе, кажется, не то что возможно, а прям очень реальной. Вероника, чувствую, как вагина раскрылась, Ольга, очень сладко и чисто, Натуля, я легкое возбуждение ощущаю. Жанна, Диана, все эти программы были во мне. Да, вагина открыта, и ты меня возбудила. В конце особенно. Да, спасибо. Я, девчонки, опускаю дальше. Мы с вами продолжаем нашу практику. Вот так. Короче, наша Жанна и за ней вся группа. Отсюда уходить никто не хочет. И я делаю, поскольку это мое расстановочное право, я оставляю ту часть Жанны и ту часть группы, которая еще хочет напитываться дофамином. И прямо она мне говорит, не трогай меня, пожалуйста, не трогай. Она аж ручками и ножками и вагиной в этом сидит, в таком сладком возбуждении. А Жанна говорит, я иду сюда, мне прямо сюда очень надо.
И здесь, конечно, совсем другая энергия. Эстроген. Это энергия радости, удовлетворения, такого возбуждения, восторга, легкости, когда все получается легко, когда все получается само. Вот когда дарят подарки, то есть это девочка или муза, надо правильно говорить, не девочка, муза. Ну и тут вообще пошла такая, да где уж нам уж выйти замуж, тут надо много работать, надо стараться. Вот сюда буду ставить фигурку. Где, ну я по-украински скажу, где уж нашему теляті вовка з'їсти? Ну нет, какая девочка, какая муза, жизнь-то жить, прожить не поле перейти. Ой, как сложно жить, как тяжко жить. Фу. Такой, знаете, пофигизм. Это то, кстати, вот такой, знаете, а мне все пофиг, а мы из джаза, что хочу, то ворочу. Это перекрывает эту энергию, конечно. Казалось бы, такое легкое поведение, но это поведение, когда человек неосторожен, и когда он не считается со своими интересами и с интересами других. А эта энергия, муза, это одна из самых высококачественных энергий в мире. Но это энергия творения. Поэтому вот этот вот «что хочу, то ворочу». Потом уже следующая пошла. Жалко себя любимую, бедная, несчастная. О, группа моя любимая, девочки. Бедная я несчастная сиротинушка Хася. Ну, она там не так говорит, но у меня это всегда. Сиротинушка Хася, никто меня не любит. Бедная я одна несчастная. Вот она тут. В большом количестве. Ее прямо не... Надо вот как-то ее продезинфицировать. Вот эти сиротинки. Хорошо пахнет. Так, что тут? Опять какая-то на сердце грусть, печаль, тоска. А царевич отвечает: грусть, тоска меня съедает. Вот это пошла грусть, тоска меня съедает, печальный. Ой, такой печальный образ, рыцарь печального образа. Знаете, такое, как будто бы быть печальным и грустным, это прямо почитаемо. Вот такое прямо очень привычное поведение. Потому что все бросаются спасать. А что такое? Что с тобой случилось? Что ты такая грустненькая? Фу. О, нормально. Все равно не беру. Вот не беру и все. Вот это вот сейчас выйдет. Вот не беру и все. Не подходи ко мне. Я обиделась. Так, вынимаем. Я обиделась. О, какая большая я обиделась. Все. Это тоже настоящее следующее. Все. Теперь все и никогда. Эти два слова, все и никогда, это такие обобщения, которые перекрывают энергию тоже. Фу, пошла наконец-то. Ура! О боже, процентов на 40 пошла. Ну, хорошо. У вас не будет такого большого потока. Это все, и Жанны, и наши. Я страданула. О, процентов 90. Что же еще такое? Ненавижу всех! Это что такое? Это я злюсь.
Это ненависть, нет, злость. Да, откуда здесь злость? Ну вот, откуда была, оттуда взялась. Давай. Я никого не люблю. Я разозлилась и никого не люблю теперь. Все, пошел истребитель. Угу. Позвольте себе чувствовать. Льется. И что я делаю? Я же уже придумала вот эту идею хорошую. Здесь мы оставляем ту часть души, или ту часть, которая напитывается эстрогеном. И наша Жанна сразу перешла сюда. И вся группа тут теперь сидит. Я остановлюсь, подниму свой экран и узнаю у вас пошел поток. Но печально это мой. Ха-ха-ха. Так. Теперь пишите, как вам, когда эстрогенчика много. То есть много – это столько, сколько вам надо. Не на грамм больше. Только сколько нужно. Мне стало весело. До дрожи. Я такой довольный человек. Нега разлилась, расслабление пошло. Состояние на полностью и да, весело. Все и никогда мое, много маму слышала, голос мамы, волнение и передоз кислорода. Класс. Это там как раз энергия воздуха. Мария, мне было смешно, и в некоторых местах, Дианочка, сейчас прям очень хорошо, расслаблено, здорово. Здоровско. Ольга Харп. Ох и хорошо стало, легкость, открытость, юмор. Килограммы камней с души и с тела сняты, довольная. Ольга, легкость, веселость, звонкость, надежда. У меня появилось очень четкое понимание, что я хочу. Класс. Вероника, состояние легкости и радости, улыбаюсь. Ирина, в отличие от дофамина, появилось телесное ощущение горячо в области матки. Оля, Хася и моя была тоже. Конечно. Это была общая Хася. Опускаем. Тут прямо такая, такая твердая. Та-дам! Неплохо видно. Так. Такой та-дам! Сюда пришла с удовольствием. Мне нужна моя воля. Здесь вот спасибо Жанне, у нее сильная способность скачивать тестостерон. И здесь нету, здесь есть только такое гордость и беда. Мы их тоже сейчас уберем. Но тестостерон сразу пошел. Вот тут ненависть, гордость, беда, высокомерие. Интересно, что высокомерие это одно, а вот чванство это другое. Вот чванство тут еще есть. Фух.
усталость. Ой, да, я так устала, много работаю, я так много работаю, я так устала. Знаете, такой запрет на расслабление, запрет на отдых, запрет на... ну, пока вот дело, знаешь, делал дело, гуляй смело. Это неправильно. Но дело надо сразу делать в наслаждении. Делу время, потехи час. Нет, и дело, и потеха, пожалуйста, это одно и то же. О, тут прямо не тянется. Не согласна группа со мной. Делайте все, наслаждаясь, делайте все легко, с улыбкой, с юмором. Чтобы это не было работой, чтобы это было просто жизнью, чтобы вам не нужно было уходить с работы в жизнь, чтобы вы везде были живая. Надо что-то делать. Работать надо. Я не успеваю. Работать надо. Фу, нечего дурака валять. Ну, вот весь тестостерон и поднялся. Да, это быстренько. Спасибо, Жаня. Ну и многим в группе. Тестостерон – это энергия королевы, конечно. И тестостерон, дорогие мои, это энергия, если вам в жизни не хватает секса, именно физического секса, если вы слишком пассивны в сексе, если вы не умеете приглашать на чашечку чая, помните, мы писали в чате: «О Боже, ты умеешь приглашать на чашку чая, а вот я об этом только мечтаю», это тестостерона не хватает. Еще тестостерон отвечает за то, чтобы вы были очень активно ловили мужиков. То есть не сидели, ждали дома на встречу своей судьбе, а чтобы у вас была такая активная позиция. Активная – это не мужская. Активная у нас своя женская есть такая. Продумать многоходовочку, присмотреть вот этот классный, прямо берем. Сейчас хочется бежать, что-то делать. Да, она такая. Так, я вот этих ребят, пока вы пишете, посажу обратно в домик. Так, Жанна. Диана. Да, на отдых запрет. Даже в отпуске сейчас не могу расслабиться. Я сейчас сижу в кресле, как королева, с таким сексуальным взглядом. Класс. Класс. Фух. Выброшу я одну фигурку. Любовь. Желание действовать, но при этом в теле легкость и расслабление. Да, но это энергия королевы постановки целей. Ну, и тестостерон – это мужская энергия, да, вы помните? То есть, если эстроген женский гормон, то тестостерон мужской. Но у женщин он тоже есть, и он отвечает за сексуальность, за жизнь. Когда женщина говорит: «Ой, я только девочка», она отказывается получить тестостерон. Ольга. Поняла, что мне не хватает тестостерона. Вероника. Внутри как-то все задвигалось, сексуальное возбуждение появилось. Знаете, девчонки, как интересно. У каждой свое. Кому-то один гормон лучше был, кому-то другой. Оля Харп, класс, я живая. Так, я опускаю тестостерона не хватает и запрет на отдых.
У меня тоже возбуждение сейчас. Я легкое волнение ощущаю. Все, девчонки, я пошла дальше. Вы пишите, другие девчонки читают. Так. Ну что ж, мы сюда ставим эту фигуру, которая хочет еще напитываться тестостероном, эту часть, которой нужен тестостерон, хотя, знаете, как-то вот тестостерона уже и не нужно. Окей. Этого нужно. Это прямо очень нужно. Даже не хочет в мою сторону смотреть. Я не буду тебя выгонять, не волнуйся. Так, а вот сюда ты хочешь? Вот Жанна как раз говорит, что я сюда не хочу. Вот видите, какая будет правда в вашей работе. Вот Жанне тестостерона достаточно, она уже все съела. И сюда в серотонин Жанна не хочет. У нее переизбыток энергии хозяйки. И вот, Жанна остается здесь. Я вот возьму сейчас эту фигурку. И вот Жанночке не надо, а тем, кому надо. И такое там пошло. Я не хозяйка. Быть хозяйкой – это готовить еду, ходить в тапочках и в старом халате. Хозяйка – это та, которая в квартире убирает. Это не хозяйка, это все, что вы описываете. То, что вы вот здесь описываете, то, что вы вот это здесь описываете, это прислуга. А хозяйка – это женщина, которая всем этим управляет. Ой, так грустно, сижу дома, крючком вяжу, что-то там вышиваю, цветы поливаю. Короче, скучно. Домашними делами какими-то занимаюсь. А это я с детьми куда-то бегаю, на какие-то кружки. Странная у вас, конечно, хозяйка. Фух. Так, какая есть. Как-то одета хозяйка бедненько. Вот то все так красиво одеваются, а я прямо какая-то бедненько одета, если я хозяйка. Потому что, на себя денег жалко. А вот следующее, на себя денег жалко. Надо все деньги на хозяйство. Тут хорошо пошла энергия. Хотя тут еще много можно высаживать. Давайте еще немножко высажем. Котлеты. И муж только кушает и прямо видит во мне маму. Ой, девчонки, вам надо прямо реально тренинг на эту тему почитать. Разобраться с этой хозяйкой. И, короче, опять скучно, уныло, однообразно. Теперь я снимаю домохозяек, вот этих американских, отчаянные домохозяйки, у которых нету работы, только домашние дела. 100% есть, есть. Хорошо. Так, я люблю свои гормоны, как жарко стало. Алла, тестостерона не хватает, надо больше и больше. Натуля, да, жарко стало. Галина, вижу цель, не вижу препятствий, мне это не хватает, видимо, Натуля. Да, тренинг про хозяйку надо, да. Может быть, какой-то я сделала бы, знаете, даже не про хозяйку, а просто про 4 вот эти стихии, потому что это такие ресурсы, если вы не понимаете, как этим пользоваться, мне просто, не то, что там жаль, но мне просто жаль, нашу жизнь. Здравствуйте! Я хочу пригласить вас на коучинг по сексуальности. Он длится 2 месяца, у нас там 6 занятий. И как проходят эти занятия, мне бы хотелось рассказать вам. Вначале я спрашиваю, у кого есть какие вопросы, и все участницы рассказывают, у кого что, какая проблема. Я с этим работаю. Там очень много проработок. И, естественно, это не идет ни в какой открытый доступ, это только наша личная работа. Потом теория,
Потом практика, мы делаем некие кейсы, и я даю домашнее задание, и вы в течение недели эту тему прорабатываете с кураторами или с группой, или самостоятельно, в зависимости от того, как вам это нравится. И что делает и дает коучинг по сексуальности? Он дает самое важное, он дает отношение к себе как к сексуальной женщине. Вы становитесь наполнены, вы становитесь вкусной, у вас звенят соски, вам делают комплименты, потому что вы излучаете вот эту вкусную, сладкую энергию. Я даю и теорию, и практику. И главное, чем ценится этот коучинг, он очень взрослит женщин. Из маленьких инфантильных девочек женщины становятся вкусными, сочными, такими, не знаю, классными, сладкими женщинами, как вишенки. И вот в этом главная фишка этого коучинга. Вы постигаете азы женских практик. Вы для себя открываете, что вы всегда были хозяйкой своей собственной энергии, и вы всегда могли иметь к ней доступ, но не имели. Но после коучинга эта энергия остается с вами навсегда. Вот об этом наш коучинг. Так, Жанна, ой, правда, у меня хозяйка молодец, она все делегирует и только контролирует выполнение задания. Валентина, это прям мое больное, аж живот заболел. Хорошо, Жан, как ты себя чувствуешь? И как вы себя чувствуете? Вот уже у нас есть законченная работа. Любовь пишет, с хозяйкой классно. Наталья, мне загрустнулось даже. Все про меня в хозяйке. Уже не про тебя, уже все сняли. И я еще добавлю 2 гормона, которые не являются напрямую гормонами сексуальными, но являются гормонами счастья. Это эндорфины и окситоцины. Может быть, когда-нибудь у нас будет или на этом коучинге, а может быть, где-нибудь в другой ситуации, я покажу, как гормоны выращивают человека, то есть они связаны с его уровнем зрелости. Так. Ирина пишет, это для меня энергия, голова закружилась, пошла по всему телу энергия. Оля Харп, ох, и Дианочка, упражнение огонь. Ты наглядно, мозгу приятно, в теле нега, душа поет. Наталья, у меня наступил покой, мне просто тихо, хорошо. Да. Надежда, у меня сильнее всего пошла практика на любовницу, с хозяйкой тоже нужно поработать. Яна, у меня хозяйка, это время зря трачу. Не рассказывайте мне это, мне просто интересует, как ваше общее состояние. Не жалуйтесь мне, вы знаете, как я отношусь, когда вы жалуетесь. Я вас убить готова. Вам просто везет, что вы меня лично в этот момент не видите. Ох. Любовь, состояние супер, поток наслаждения, в теле много энергии, целостность, ценность себя. Марина, расслабление тотальное. А мы с вами продолжаем наше упражнение. И мы добавим сюда еще эндорфин и окситоцин. Вот окситоцин. Я даже высаживать ничего не буду. Это гормон прикосновений. Он отвечает за нежность, за привязанность, за то, что мы в паре были взрослые. Очень интересная практика. Я прямо почувствовала, что мне не надо в энергию хозяйки идти. Катерина пишет. Марина, расслабление тотальное. Жанна,
Чувствую стержень в теле, уверенность в себе. И зашел мой муж с дочерью в комнату и подложил мне мягкое одеяло под мои пяточки, ножки. Что происходит? Была я вяленькая, а сейчас как огонь, пишет Мария. Так, а мы с вами продолжаем нашу зарядку энергетическую. И вот сейчас мы набираемся окситоцина. Это гормон прикосновений. Он отвечает за то, что у нас была очень хорошая связь с телом, связь с материальным миром, связь с партнером. И когда у женщины много окситоцина, мужчины обожают предварительную ласку ей делать. То есть они любят ее щипать, трогать, тискать. Потому что у нее много окситоцина, а окситоцин прямо на коже находится. Поэтому он ее в разных местах трогает, она везде по-разному звучит, везде вкусненькая, и всем хочется ее трогать. И вот сейчас, ладно, буду вынимать, потому что пошел уже текст. Я не трогайте меня, уйдите все отсюда, я хочу быть одна. Убила бы сейчас того, кто это говорит. Девчонки, не обращайте меня на то, что я убила, а я уберу из Дианы ту, которая убила бы, кто это сейчас говорит. Моя гневная, любимая Диана. Отойдите от меня, я не буду с вами общаться. Не трогайте меня, уйдите все отсюда. Вот интересно, я уже вынула, оно все еще там есть. Я прямо все отсюда, давай. Не буду отдавать, я сама буду, я сама, да, я все буду делать сама, давай сюда. Мне никто не нужен, я буду сама. Помягче прямо стало. А ведь это меня потрогали. Давай. Напряжение в теле пошло. Я стала очень сильно чувствовать напряжение, что тело напряжено, или напряглось. Вот это вот напряжение в теле. Надо выдержать, я же одна, надо выдержать все самой. Это главное не самой, а что здесь надо выдержать. Тут очень много. Девчонки, это вся группа здесь. Надо выдержать. Это прямо девиз нашей группы. Ого, я даже не представляла. Здесь 1000 тонн. Ого. Ой, ля-ля-ля-ля-ля. Какое все зеленое. Ко-ко. Какое все красивое. Ко-ко. Ой, пошел окситоцинчик. Какое все красивое, какое небо синее. Ко-ко, ко-ко-ко, ко-ко-ко. Какое все девчонки, я не знаю, почему я пою, простите меня. Зеленое ко-ко. Я такая легкая, легкость, такая легкость телесная. И я такая бегаю, как цыпленок из мультика, который пел про какое все красивое. Он тоже такой легкий, пушистый. И вот это я не могу остановиться, я прямо пою, какое все зеленое ко-ко, какое все красивое ко-ко, какое все красивое, какое небо синее ко-ко, 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 ко-ко. 100%? Нет, еще не 100%. 99 точно. Что такое? Все когда-нибудь умрем. А это при чем здесь? Ладно, не важно. Умрем. Это же не повод сейчас не кайфовать. Пошел 100% окситоцин. Как хорошо. Девочки, какие мы с вами молодцы. Пишите, что с вами. А я, пока вы пишете, ставлю нашу фигурку, нашу Жанну на эндорфины. Я уже взрослая.
мне не гоже этим заниматься и в эти игрушечки играться. Ну, там какие-то другие игрушечки, но тоже вот игрушечки играться. У нас война, а ты в игрушки играешь, а ты тут веселишься. Вокруг такое творится. Война — это частности. Вокруг такое происходит. Легкость, игривость, восторг, легкость, возбуждение. Негоже сейчас радоваться, когда такое горе у людей. Ну да, вот у нас горе, а ты, нам так плохо, а ты радуешься, ты нас не любишь. Фух. Эндорфин ползет вообще, знаете, там 5%, ну вот до 5%. Что-то еще мешает. Ты же уже не ребенок, вот что мешает. Вот 99%. Ты же уже не ребенок, ты же уже взрослая тетя. Ты не ребенок. Сто? Нет, не 100. Хорошо, посмотрим. Ты уже большая девочка. Помните, как нам закрыли наше детство, когда сказали, что мы большая девочка? И должна помогать маме. О, пошел эндорфинчик. Все, 100%. Так. Ты такая несерьезная. Ты такая несерьезная. Ты такая несерьезная. Это все несерьезно. Это несерьезное отношение. Ух ты, спортом, не перестаю себя гладить, обнимаюсь с дочкой, весело, мурашки по телу, хочу прикосновений. Возбуждение накатило очень сильно, пошел поток энергии. Ну, мы с вами все сделали. Вот у нас такая практика, и это домашнее задание. А мы с вами идем дальше. Что у нас там следующий к доске пойдет? Я знаю, что у вас сейчас с энергиями уже полный наборчик. То есть мы с собой уже поработали. Мы молодцы. Включилось состояние радости, легкости, пошла энергия хорошо. Прям, спорт было. Я тоже себя наглаживаю. Сердце готово из груди выскочить. Состояние радости, восторга, блаженства, желания творить. Любовь, пишет Вероника. Сердце готово выскочить, Ольга. Как мне вкусно, Ирина. Яночка, что значит сексуальные гормоны и несексуальные гормоны? Сексуальные гормоны отвечают за твою сексуальность. А еще есть гормоны, просто гормоны радости. Они где-то совпадают, где-то не совпадают. Эндорфин – это гормон ребенка. Окситоцин – гормон взрослых. И даже вот гормон мамы, окситоцин, такая вот нежность, контактность, когда можно человека в руках держать, когда вам нравится тело другого человека, вот это окситоцин. Если вам ваше тело не нравится, это тоже не хватает окситоцина.
Не сбивайте мне, пожалуйста, весь квартал с такта. Девчонки, какая классная, да, энергия, какие классные состояния. Молодец, отлично. Смотрите, как классно. И все от меня, собственно, зависит. Я прямо умница, я все такое. Меня очень тронула твой пост в нашем чате, когда ты поняла или почувствовала, или предположила, что ты замужем за папой, и это может быть, а может и не быть, мы сейчас проверим. Но я подумала, что эта тема, эта тема, она нам нужна для того, чтобы вернуть себе свою энергию сексуальную. И поэтому мы сегодня сделаем такую работу, практику для тебя. И для всех. Мысленно, такое тонкое предположение сделайте, что все, что будет сейчас происходить для Натальи, происходит и для вас. Тоже опускаю сюда. Я выберу для себя такую фигуру, как мне нужна для работы. Вот это ты, Наталья. И передай сюда, пожалуйста, вот ту себя, которая хочет разобраться с собой, хочет забрать свою сексуальную энергию себе. И вот я чувствую, что мне надо поставить эту фигуру здесь. Это вот та Наталья, которая хочет вернуть себе свою сексуальную энергию, быть свободной, чтобы быть в тех отношениях, где она будет женщиной, а ее мужчина будет, где в партнерских отношениях, где она будет не дочкой и папой, она будет женщиной, будет мужчиной. И вот это вот. Я чувствую себя маленькой, мне лет 10. И мне как-то небезопасно. Там, где я нахожусь, мне небезопасно. У меня почему-то такое ощущение, что ко мне прикасаются, что моя вагина не в безопасности, что я чувствую чьи-то прикосновения, чьи-то пальцы чувствую на своей вагине, и мне страшно. Я чувствую возбуждение, но мне страшно. И для меня это too much, для меня это слишком. И я поставлю того, кто сейчас к ней прикасается. И здесь очень много энергии блокируется сейчас у маленькой девочки. Потому что вот когда эти руки ко мне прикасаются, я вся сжимаюсь. И мне очень сложно расслабляться. Мне очень сложно расслабляться. В присутствии мужчины я всегда напряжена, я боюсь агрессии. И это еще человек, который, он не только ко мне прикасается, он еще и агрессивный. То есть он еще орет, кричит, ругается. Я не буду утверждать, что это твой папа. Но это может быть мальчик со двора. Это может быть, это старше, если он со двора, то это какой-то очень, для меня, для маленькой он взрослый. И он опасный, и я его боюсь. Просто узнавайте не историю, а узнавайте состояние. То есть узнавай, что рядом с мужчинами, которые для тебя
ну, такие знаковые мужчины, которые, знаешь, могли бы быть твоими партнерами, могли бы быть твоим, ну, мужем. Ты становишься вот такой маленькой, зажатой, и у тебя язык к небу прирастает. И ты и вагина зажата, и ноги зажаты, и сказать ничего, собственно, не можешь легко поддержать беседу. И вот эта взрослая Наталья смотрит вот сюда. Тут какой-то мужчина стоит. Вот это папа. Да. Угу. И здесь такое решение, вот я сейчас вижу, здесь такое решение, если я, ну, не папина женщина, если я ему только дочь, тогда я не достанусь никому. Я это решение сейчас из тебя вынимаю. Это не фигура человеческая, это решение. Так. Просится фигурку извести. Вот. Это я, маленькая девочка, которая так решила. Я очень хочу папу. Мне годика 3-5, у меня такая естественная детская генитальность открылась. То есть у меня заработали мои гормоны. И мои гормоны, у всех девочек гормоны инициируются папой. То есть папа — это первый наш сексуальный опыт, ну, на уровне гормонов. Мы подходили к нему, мы обнимались с ним, мы лежали возле него, и у нас, ну, расцветала наша гормональная такая невинность детская, она пробуждалась рядом с отцом. И, ну, это наша, ну, любовь на всю жизнь, конечно. И он импринт создал этот гормональный. И в этом, ну, нет никакой проблемы, если, ну, вот нет такого вот решения. Вот это проблема. И вот у меня прямо такая пахучая вагиночка. Мне прямо даже хочется... Да, вот этот цветок. У меня здесь стоит ваза с цветами очень красивыми. И мне хочется... Вот это моя пахучая вагина. И она такая красивая, вот как этот, вам не видно, как этот цветок, девочки. Вот она такая прекрасная, она такая чистая, она так пахнет, она так излучает эти, ну, феромоны. О боже, ну это пока только вагинальная сексуальность. Ну а вот она в 3 года просыпается у всех. У нас 3-5 лет. Это время, когда мы максимально эротизированы. Ну именно вот внизу своего живота мы очень чистые. И поэтому там, ну, максимум чувственного опыта. Мы нас так много наслаждаемся, мы такие вкусные, поэтому рядом с нами, вот с этой девочкой маленькой, все хотят ее гладить, обнимать, расчесывать волосики. Понимаете, природа так сделала, чтобы, ну, девочку все любили в детстве, и поэтому она вот такая сладкая. Папа немного не выдерживает этой твоей сексуальности, и мы снимем папу, сделаем его более отрегулированным. Вот это вот снимем папину незрелость какую-то. Потому что его возбуждение такое, его возбуждение такое подростковое, или даже скорее детское, который сам хочет потрогать. Да, и здесь стоит маленький мальчик. Вот. А тут стоит папа, который наслаждается этим цветком, который прекрасно так пахнет. И девочка меняет свое решение. Папа безопасен. Это очень сильный опыт сейчас. Папа безопасен. И можно сидеть у папы на ручках. И можно не мечтать о нем, а можно быть вот такой эротичной, пахнущей вагиной. Класс. Довольной, любимой, налюбленной. И это абсолютно безопасно. То есть иметь открытую вагину безопасно. Класс.
Здесь очень военная история. Я сейчас сниму с этого мужчины вот эту его недоброжелательную агрессивность и то, что он хочет трогать маленькую девочку, а то я его сейчас убью. Я с него снимаю. Интересно. Это мужчина, который сам испытал унижение. Я вижу, как его насиловали другие мужчины. Это может быть не сексуальное насилие, он мог подвергнуться насилию просто физическому, но вот над ним издевались и физически его, то есть над ним физически издевались. Это физическое насилие над мужчиной. Этот стоит безопасный. Если это папа, и здесь безопасно, то здесь мужчина или подросток, и я маленькая девочка, и это безопасно для меня. У меня новый опыт. И сейчас из маленькой Наташи, из всей группы уходит напряжение, уходит это ощущение небезопасности. Оно просто выливается таким маслом рыжим. Здесь я поставлю того, кто защитит этого мужчину. То есть его отца сильного, или деда, или друга, или старшего брата. Отца. Отца, дядю. Очень сильная, очень, хорошо. Сюда восстанавливается достоинство мужское. Это маленький мальчик, у которого есть эрекция. Поставим того, кого он видит, на кого у него эта эрекция. И мой хороший. Вот. Это его мама. И она отрегулированная. То есть она не закрывается, не зажимается, а она принимает его, любуется его красивой эрекцией, в восторге. И говорит, что у тебя лучше, чем у папы член. Ты вырастешь, ты будешь героем-любовником. Вау, ты просто красавец. И он прямо показывает свой пенис, яйца, попу свою с дырочкой. Ах, как хорошо. И мама любуется, он прямо лежит и показывает ей и так, и ножки поднимает. Вот. О, как красиво! Ой, как красиво! О, Боже, какой пенис красивый! И он говорит: мам, потрогай, пожалуйста, потрогай. Ой, мама трогает, ой, какой он. Я его мыла все время, все это был маленький, а сейчас ты уже подрос, и он такой уже большой, так возбуждается. И ему так приятно, что мама его потрогала. Ох. И он побежал дальше. Это на этом все заканчивается. У кого маленькие дети, посмотрите, это прием, что нужно делать. Ему уже неинтересно, он ушел. Здесь очень хорошая энергия, здесь достаточно большое расстояние. Здесь счастливая девочка, а здесь стоит Наташа, и это, и вся группа. И она растерянная. Такая. Мы сейчас эту растерянность снимем. Это такая растерянность. А что, у меня все в порядке? Вот это чувствует, что у нее все в порядке. Открытая сексуальность, я могу ее открыто проявлять. Я открыто сексуальна, откровенно сексуальна. Я могу, но если это не неподходящий момент, я могу никого не соблазнять. Но если я пришла на похороны, а я и на похоронах сексуальна, это никуда уже от меня не уходит.
Это вот я растерянная такая, ой, этому не место, это только в постели можно, только когда есть любовник, а так этому не место. Это какой-то набор программ ментальных, это не человек, это вот набор программ, которые закрывают твою и нашу сексуальность. Что сексуальность надо проявлять только в постели. Нет, сексуальность проявляется 24 часа в сутки. И чем старше вы становитесь, тем больше этой сексуальности. То есть вино становится более насыщенным. И вот женская сексуальность, она вначале вода, когда вы маленькая девочка. Нет, вначале она молоко, потом вода, потом она сок, потом она вино, потом она нектар, потом она мед, а потом она амброзия, то есть эликсир бессмертия. И вот такой вкус у женской сексуальности. То есть с годами он становится все более насыщенным. Там все большее количество гормонов в этом участвует. И все большая концентрация. Здесь ничего нету. Это можно убрать. Этих точно нету. Это прямо не хочет уходить. Она ей нужна. Здесь я ее уберу просто подальше, но она просто наслаждается этим. Она красивая, маленькая, сексуальная девочка. Сюда я поставлю. Красивая, маленькая, сексуальная девочка, которую любит папа, который в восторге от ее вагины. Вот она, ее вагина. Это тоже убираем. Это быть женщиной безопасно, быть сексуальной безопасно. Вот это такая работа. Очень заземленная Наташа, укорененная, с открытой вагиной. И такая откровенная, открытая сексуальность. Работа закончена. Ужас, если это физрук, он уже умер. Трогал физрук. Ну да, я видела, что это не папа. Наталья очень хорошо стала. Да, мальчики трогали. Да, нас всех трогали. Кого-то больше, кого-то меньше. И нам причинили в этом большой вред. Мы это исправили. Вот такой у нас с вами групповой коучинг. Убираем. Или с другой стороны. За что я люблю Диану Щербанскую? За то, что красота – это страшная сила. Дианочка, а как такие вещи в жизни взрослых проявляются? Что ты выбираешь мужчин и их же боишься? Да. Или что ты выбираешь слабых мужчин, которых не боишься? Или выбираешь сильных, и они тебя мучают? Хороша с цветком, цветок самонаслаждения. Очень крутая терапевтическая практика, какая мощная расстановка. Яночка, благодарю тебя всем сердцем. Да. Пишите, девчонки, обратную связь. То есть вот ваши ощущения, что я чувствую, что со мной. Вот у меня такое ощущение, если говорить о группе, вот как я вас физически сейчас чувствую, у меня такое ощущение, что, знаете, мы посмелели, и теперь не будем бояться смотреть на то есть на своих мужчин открытой, с открытой сексуальностью, выбирать себе мужчин, если у кого нету, покруче, и видеть в своих мужиках очень крутых парней.
Не надо обесценивать. Оля, актуальный запрос, ее можно повторить. То есть теперь мучение закончится, это я про себя уже, конечно. Я понимаю, что ты про себя посмотришь, думаю, что да. Ирина, Дианочка, я в детстве, не помню точно сколько лет, помню, очень смущалась, что вижу мужчину в моем дяде. Испытала возбуждение, наша практика мне поможет, сейчас появилось чувство облегчения, но не до конца. Дело в том, что вы должны были видеть в своих дядях, папах мужчин. Это неправильно не видеть. Фух. Хорошо. Какая-то зажатость матки. Думаю, мне нужно еще эту практику делать. Да. Вы можете делать ее, вы можете посмотреть эту практику еще раз, и вы можете сделать ее сами. Вы можете в этой практике, в работе со своей визави, с кем-то из девочек, сделать эту практику, как мы делали, когда мы высаживали фигуры, то есть не делать, как я, расстановку, а просто высадить фигуры, что вся моя зажатость, мой страх перед сексуальным насилием, вот все это выпустить. У нас сейчас будет еще одна наполняющая практика, хотя я понимаю, что уже кажется, что почти уже некуда, но есть. Хорошо. Мне стало гораздо лучше, но немного появилась какая-то дрожь. Что это за дрожь, Наталья, напиши, пожалуйста. Наталья, назначь, пожалуйста, меня причиной похоже на озноб или тревогу. Вот назначь меня, пожалуйста, вот этой своей дрожью, как посланием, симптомом, как причиной. Дрожь, которая может быть как озноб, а может быть как тревога. Вот, назначаю тебя, Дианочка, дрожью как причиной чего-то или посланием. Прямо передай вот все на заместителя, то есть на меня. Ничего нету. А с тобой что происходит сейчас? То есть ты мне ничего не передала. Там ничего нету внутри. Угу. Скажи мне, есть ли сейчас дрожь?
Мгм. Хорошо, если будут какие-то еще состояния, ты мне напиши. Но там ничего нету. Там вообще больше ничего нету. Ты больше не сможешь страдать никогда. Сейчас мы будем с тобой работать с твоей сексуальной энергией. Из сексуальной энергии всех девочек. Закрывайте все глаза. Юля, я работаю с тобой, и в твоем лице я работаю со всей группой. Каждый раз, когда я это проговариваю, да, понимаете, я создаю намерение, и вы не можете выйти из... как? Вы и не хотите выходить, но вы не можете. То есть я работаю для всех, и в лице Юли работаю с каждой. Закрывайте глаза и позвольте себе познакомиться со своей сексуальной энергией, какая она на вкус. На что она похожа? На какое явление природы? Позвольте себе только одно — чувствовать, ощущать. Какая я как сексуальная энергия? Точнее, какая моя сексуальная энергия? Вот она затекает в вас и заполняет вас целиком и полностью. Она заполняет и все ваше тело, и вашу голову, ваш мозг. Вы не можете этому сопротивляться, а вы и не хотите. Она холодная или теплая, или горячая? На какое явление природы она похожа? Может быть, у нее есть вкус? Точнее, нет, у нее точно есть вкус. Девочки, у нее точно есть вкус. А какой вкус у твоей сексуальности? Она может быть соленая или сладкая. В ней больше солнца или луны? А какие еще в ней есть ингредиенты? А какая эмоция? Главная эмоция у твоей сексуальности? Вот у тебя, Юля, это кокетство. Твоя сексуальность кокетливая.
Она соблазнительница, она соблазняет мужчин все время. Вообще-то она всех соблазняет. И мужчин, и женщин, и детей, и стариков, и собак. Ну, короче, она ко всем пристает и всех соблазняет. Она такая. А у кого-то другая. У кого-то она может быть страстная и необузданная. А у кого-то нежная. Ну, я не знаю, вы знаете. Почувствуйте, как по вашим жилам течет ваша сексуальность, что ваша кровь наполнена сексуальностью. Ощути, Юля, как твои волосы наполнены сексуальностью, кожа наполнена сексуальностью, жир наполнен сексуальностью. Внутренние органы наполнены сексуальностью. Твой скелет наполнен сексуальностью. Если вы уже поняли, что это гормоны, у вас больше нет идеи, что это что-то эфемерное, чего нет в вашем теле. Это есть в вашем теле. Проверьте, а наполнили ли вы свои ягодицы сексуальностью. Кто хочет упругие ягодицы. А ваша вагина, матка, клитор, половые губы, стенки влагалища. Все наполнено сексуальностью. Колени. Проверьте. А теперь позвольте себе сделать еще один шаг. Осознайте, что у вашей сексуальности есть сознание, что она мыслит, у нее есть разумность, и она вам друг, и она вас любит. Станьте своей сексуальностью. Как в прошлый раз вы становились своим эротическим партнером, а сейчас станьте своей сексуальностью. И сейчас вы только своя сексуальность, а я – это вы. Как вы ко мне относитесь? Что вы хотите с собой сделать, если вы сексуальность? Почувствуйте, как вы наслаждаете себя, когда вы сексуальность. Что вы делаете с собой? Где вы целуете, обнимаете, прикасаете, теребите свои соски? Что вы делаете с собой? Вы же не оставите себя в покое, пока
не насладите себя полностью. А сейчас снова станьте собой, которую наслаждает сексуальность. Как вы себя сейчас чувствуете? Мне кажется, вы становитесь все кокетками, как наша Юля. Вы становитесь все соблазнительницами. И мне кажется, вы никто не сможете теперь остановиться. Сейчас каждая из вас присвоила себе свою сексуальность. Больше никто и никогда у тебя ее не отнимет. Теперь твои 40% оргазма в крови всегда твои. И в этой сексуальности меняется гормональный фон. И энергия поднимается туда, куда вам надо. Это все больше не ваш вопрос, вам не нужно об этом думать. Вы теперь в кайфе от себя. Представьте или своего мужа, или своего любовника, или своего партнера, или если его еще нету, представьте себе, гипотетического партнера. Как вы на него смотрите, как вы с ним разговариваете. Когда вам так классно сама с собой, вы же не стали эгоисткой. Вам хочется подразнивать его. Вам хочется соблазнять его, вам хочется пригласить его в свою игру. Мне кажется, что он не может отказаться. Из этого состояния женщина инициирует секс, когда говорит ему: «Милый, ты поможешь мне снять пальто?» Почему-то милый говорит: «И не только пальто». Поток сексуальной энергии, точнее не сексуальной энергии, а именно сексуальности. Сексуальность заполнила вас сейчас, я просто меряю по Юле, на 98%, осталось 2%. Мы эти 2% поместим в ваше прошлое и в ваше будущее. Вы всегда были сексуальной и всегда будете сексуальной. У вас больше не будет другого опыта, только этот. Если вам нечего вспомнить, значит, вы себе придумаете прошлое. Я всегда была сексуальной. Я родилась сексуальной. Потому что это правда. Каждая женщина сексуальна. 100%. Отлично. Вот это я вижу. Я вижу ягодицы какой-то женщины. Боже мой.
Меня это так возбуждает. Класс. Это что ли мои? Нет. Просто меня возбуждают и мужчины, и женщины. И при этом я не би. Отлично, группа, молодцы. Спасибо, Юля, пропустила такой поток. Поблагодарите свою сексуальность. Будет настроение, сделайте эту практику еще раз. Это очень полезная штука. Открывайте глаза и напишите мне, как вы себя чувствуете. Пока вы пишете, я хочу предложить вам, в силу того, что меня не будет 2 недели, хочу предложить вам это упражнение, первое, про гормоны, сделать не только для самой себя, но и для подруги, то есть для девчонок из чата. Сделать это для того, чтобы вы поняли, что вы можете помогать и другим. Вот да, блаженство. Я чувствую себя сексуальной и голодной. Мне хочется открывать глаза, состояние блаженства. Как же сладко, такая нега и прямо разрешение быть сексуальной всегда. Было очень интересно увидеть, какая она сексуальность. Ирина, это нирвана, кайф. Юленька, я тебя тоже жду. Вот кто была ласкающая меня женщина в моих сексуальных фантазиях, моя сексуальность. Да, это женское начало. Наталья, так расслаблена, так хорошо, что сексуальность теперь только моя. От рождения до сих пор прямо широкая река протекла, состояние наполненности. Галина, ощущение, как после хорошего жаркого секса, расслабление и нега во всем теле. Мария, я блаженствую, интересное знакомство с сексуальностью. А как дружат вагина и сексуальность? Очень хорошо дружат. Можешь сделать практику и попробовать. Юлия, шикарно. У меня не 40%, а больше. Я прямо чувствую, как разливается нега, оргазм по мне всей. Благодарю, Диана, как догадалась, что именно кокетство. Я же не догадалась, я же твое поле читаю. Нега, Дианочка, у тебя такой голос глубокий стал, чарующий. Да, я только сексуальность и больше никто. Я одна сексуальность и больше никто. Оля говорит, Дианочка, у всех же разная сексуальность, конечно, если можно увидеть визуально, она же разная, она разная на вкус, на цвет, разный химический состав, разные явления природы, у каждой своя. Оля пишет, я занималась сексом с самой горячей и сладкой женщиной. Моя сексуальность – огонь. Любовь, блаженство, наслаждение, сладкое, текучее, медовое. Моя сексуальность – это океан одновременной страсти и нежности. Благодарю.
Хорошо, на сегодня мы закончим. Просто больше уже не помещается. Слава Богу. Желаю всем бурной ночи. Следующее занятие уже будет о сексе. Мы уже с вами выросли. Я чувствую мурашки, как электрический ток в губах. Катерина ощущение наполненности и поняла, что теперь сексуальность как личность со мной. Да. Хорошо. Я останавливаю нашу работу. Ее можно только прекратить. Сексуальность заблокирована у всех. Есть те, у кого она заблокирована настолько сильно, что это физически ощущаемо. Есть те, у кого сексуальность заблокирована, и они недополучают, они чувствуют, что я достойна большего. Вот это ощущение, что я достойна большего, это один из симптомов заблокированной сексуальности. Есть ощущение, что я не живу своей жизнью, или я живу, а жизнь течет мимо меня. Вот эти и похожие симптомы, или нету сил, или ничто не радует, или ничто не наслаждает. Это все про заблокированную сексуальность. Мы ее открыли всем. На этом коучинге каждая женщина помогает другой. У нас море отзывов, они один лучше другого. Но в основе этого коучинга огромная конфиденциальность. Никто никогда не увидит ваше лицо. На экране всегда только я. Все ваши работы никто не снимает. Вы остаетесь вот в этом интимном пространстве, где с вами работают кураторы, подруги, где вы делаете общие работы, сдруживаетесь, потом общаетесь десятилетиями. Но главное здесь ваш контакт с собой. Для меня это настолько трепетная и важная тема. Я работаю с каждой женщиной. Мне важно, чтобы женщина проснулась, пробудилась, расцвела. Я в этом вижу смысл своей жизни. Я не знаю, буду ли я еще делать этот коучинг. У меня уже много других проектов, которые мне интересно делать. И каждый раз я делаю программу абсолютно новую. Я расту, развиваюсь, я нахожу новые технологии, я нахожу новые корни. Коучинг, он будет про пробуждение сексуальности как силы для жизни. Я вдохновлена этой темой и жду вас, приходите. Мне есть что вам дать, а вам есть что раскрыть. До встречи. Ваша Диана.